Таинственная пропажа президента, официальное заявление Пескова. Что задумали в Кремле? Россия готовит аэродром террора. Ударные дроны теперь будут лететь по украинским городам с близкой дистанции. Перемирие. Война подходит к концу. Противостояние, длившееся десятилетия, наконец-то заканчивается, или это только так кажется? Эрдоган готовит большую сделку. Кто уже согласился приехать в Стамбул и как это изменит мир уже скоро? Нападение на ТЦК. Кто саботирует мобилизацию в Украине? Эти и другие самые важные события вечера понедельника 4 августа. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Донецкий аэропорт возвращается к работе, но не совсем в привычной ипостаси. Россия превращает аэропорт в плацдарм для ударов по Украине. Спутники зафиксировали, взлетная полоса расчищена, идут строительные работы, появилось оборудование. Все говорит об одном – тут будут стартовать шахеды, герани и другие дроны смерти. Вблизи разрушенного нового терминала возводятся закрытые площадки для хранения таких дронов. Параллельно обустраиваются пункты ручного управления, места загрузки боевых частей, ложные позиции, посты воздушного наблюдения и готовится взлетная полоса. Наблюдатели из ОСИНТ-группы и аналитики Института изучения войны бьют тревогу у разрушенного терминала, строят склады боеприпасов, создают зоны разгрузки, пункты ручного управления и даже посты воздушного наблюдения. Это не оборона, это подготовка к новой атаке. И самое тревожное – размещение дронов ближе к линии фронта означает одно – у украинской ПВО будет меньше времени на реакцию, удары станут резче, внезапнее, смертоноснее. Дальнейшее использование Россией оккупированной Украины для таких ударов будет представлять все большую угрозу для Украины и государств НАТО, если Россия продолжит оккупацию украинской территории. Эксперты предупреждают, если Россия продолжит закрепляться на украинской земле, под угрозой не только сама Украина, но и НАТО, наступает новая фаза дроновой войны, и запускается она с Донецка. Уже через пару дней спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уитков, по словам самого Трампа, может появиться в Москве. Причина – россияне сами попросили встречи. Что они хотят? Пока загадка, но на кону судьба войны в Украине. Ну, будут санкции, но они, похоже, довольно хорошо умеют их обходить. Вы знаете, они хитрые люди и довольно хорошо умеют обходить санкции. Поэтому посмотрим, что будет. И Стив, возможно, поедет. Я думаю, в среду или четверг, возможно, в Россию. Они хотели бы с ним встретиться. Они попросили о встрече. Поэтому посмотрим, что будет. Американский президент предупреждает, если до пятницы Кремль не согласится на перемирие, будут санкции. Причем не просто слова. Еще в июле Трамп пригрозил обложить российские товары пошлинами до 100%, если за 50 дней не наступит тишина на фронте. Потом эти 50 дней превратились в 10-12, но время истекает. Сам Трамп не скрывает, обойти санкции Москве пока удается. Он называет россиян хитрыми персонажами, которые ловко ускользают. Тем не менее, звучит обещание: мы остановим эту войну, как-то, но остановим. Конец цитаты. Все это на фоне того, что Трамп прямо говорит: это ужасная война, она уносит слишком много жизней. И кажется, Вашингтон готов перейти к новой фазе давления. Но зачем Путину именно сейчас нужен Стив Уитков? Как думаете вы? Не забывайте написать свое мнение в комментариях под этим видео. Медведев не пришел на стрелку. Атомные подлодки вышли, а он пропал. Запасного президента России нет в сети как раз с того дня, когда на его угрозы обратил внимание президент США. Интересно, все ли в порядке с Дмитрием Медведевым? Жив ли? Как думаете? А вот Трамп рассказал, где находятся американские ядерные подлодки. Там, где они должны находиться. Никакой лишней информации. Ждем появления Медведева в этой истории. Пока появился только Песков, чтобы показать, как российская сторона может давать заднюю, когда ощущают сильное сопротивление. Послушайте, в каждой стране члены руководства страны имеют разные
точки зрения рабочие на происходящее событие имеют разный настрой. Есть люди весьма и весьма жестко настроенные в Соединенных Штатах Америки, в европейских странах. Поэтому так бывает всегда. В ядерной войне не может быть победителя. Поэтому вот это основной, наверное, постулат, из которого мы исходим. Не считаем, что сейчас речь идет о какой-то эскалации. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Бунт с трубами и битами. В Николаевской области толпа напала на военных ТЦК. Село Буськое, Николаевщина. День превращается в поле боя. Группа местных жителей с металлическими трубами, битами и другой атрибутикой бросаются на военных территориального центра комплектации и полицейских. Разносят служебный транспорт, калечат одного из солдат. Все во время обычного оповещения. Правда, это по версии официальной от центра комплектации. Один из военных достает травматическое оружие, стреляет, самооборона прямо посреди села. На месте пострадавшие и среди военных, и среди мирных. Правоохранители работают, но ситуация на грани взрыва, а власти напоминают, нападение на военных – это до 12 лет тюрьмы. Напоминаем, что оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, участвующему в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, а также его родным, наказывается ограничением свободы сроком от 3 до 5 лет. И это уже не первый случай. Недавно в Николаеве сами сотрудники ТЦК избили мужчину. По этому делу открыто расследование. А в Виннице толпа в 80 человек ночью штурмовала ворота военкомата. Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках. Полиция была вынуждена применить спецсредства. 5 задержанных. Сколько еще таких вспышек потребуется, прежде чем эта война на нервах выйдет из-под контроля? И кто на самом деле все это подогревает? Внутри Украины или снаружи? Эрдоган замахнулся на большую игру. Анкара активно готовит встречу лидеров Украины, США и Путина за одним столом. Все на турецкой земле, где Путину ничего не угрожает, ведь здесь не действует ордер на арест от Гааги. Украинский посол в Турции Нариман Джилял подтверждает, Турция идеальный посредник, и именно она сейчас пытается организовать переговоры. Эрдоган обзванивает всех, подталкивает, уговаривает. Наш президент готов к такой встрече давно. Президент США также демонстрировал открытость. Но Россия не хочет. Она настаивает, что сначала должны работать экспертные группы, и только если увидит для себя выгодную перспективу, тогда будет говорить о перемирии. Саботаж в Польше. Пугающий инцидент. В Сопоте задержан 36-летний гражданин Украины. Его обвиняют в попытке подрыва критической инфраструктуры. По версии следствия, он пробрался в систему городского водоснабжения и повредил аппаратуру. Речь идет о настоящем вмешательстве в работу глубоководных скважин и электросетей. Мужчина якобы взломал электрощитки, нарушил энергоснабжение садовых участков и даже завладел чужим удостоверением личности. Сам он частично признал вину. Подтвердил, что портил кабели и электрошкафы. Суд уже отправил подозреваемого под арест на 3 месяца. Параллельно санитарные службы экстренно проверили воду. По официальным данным, она безопасна. Но есть одна тревожная деталь. По данным медиа, за неделю до этого мужчина мог проникнуть в другой водный объект. Правда, тогда его спугнули. Источники сообщают, что дело заинтересовало Агентство внутренней безопасности Польши. Это просто вандализм или нечто большее? Шок и гнев в Израиле после того, как Хамас опубликовал видео с изможденными заложниками, один из которых копает себе могилу. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с жестким заявлением. Он назвал эти кадры фальшивой пропагандой ужасов и обвинил Хамас в том, что те не просто держат людей в плену, они морят их голодом, как нацисты морили евреев. Это была цитата. Окружающие их чудовища из Хамас имеют толстые, мясистые руки. Они морят их голодом, как нацисты морили голодом евреев. И когда я вижу это, я точно понимаю, чего хочет Хамас. Он не хочет соглашения. Он хочет сломить нас с помощью этих ужасающих видео, с помощью ложной пропаганды, которую он распространяет по всему миру. Но мы не сломаемся.
Нетаньяху дал понять, никакой сделки Хамас не хочет, он играет на страхе и боли, но мы не сломаемся, подчеркивает премьер. Напротив, это видео якобы только укрепило его решимость освободить всех пленных, стереть Хамас с лица земли и превратить Газу в территорию, которая никогда больше не сможет угрожать Израилю. Реакция мировых лидеров не заставила себя ждать. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что после такого Хамас нельзя пускать ни к какой власти, а президент Франции Эммануэль Макрон требует разоружения группировки и ее полного исключения из будущего управления Палестиной. Видео с истощенным Эвьятаром Давидом, роющим себе яму, стало символом ужаса. Но для Израиля это еще и точка невозврата. Война принимает новую форму, и мир молча наблюдает, как рушится последняя надежда на диалог. Впервые за годы тишина. С южнокорейской стороны демаркационной линии начали убирать громкоговорители, которые глушили север кей-попом и антирежимными лозунгами. Речь о тех самых колонках, которые Сеул включал в июне, после того, как Северная Корея буквально забросала юг мусором с воздушных шаров. Тогда Южная Корея не выдержала и ответила шумом, громко и демонстративно. Это был нервный момент. Два ядерных соседа стояли на грани. Теперь резкий поворот. Президент Ли Джемэн велел заткнуть колонки. Войска начали демонтаж в попытке хоть как-то остудить отношения с Кимом. На боеготовность армии это не повлияет, но сигнал громкий. Сеул показывает готовность к диалогу, или это лишь пауза перед следующей волной? Что предпримет Пхеньян и будет ли новая эскалация? Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.